Всем привет! У меня есть 4 шара диаметром 8 сантиметров в белом мраморном бархате. И перед тем, как клеить декор на этих шарах, нужно сначала их обрамить, затем приклеить банты и крючки. Эти шары я решила сделать в золотом обрамлении, так как белое с золотом очень красиво смотрится. Обрамлять буду декоративной лентой со стразами в золотом цвете. Конечно, перед тем, как клеить, я примеряю все возможные варианты в другой цветовой гамме, либо же цепи со стразами. Но перед тем, как клеить декоративную ленту со стразами, нужно закрыть швы. Швы я закрываю тесьмой шириной 5 мм, соответственно в нужном цвете. Тесьму я всегда клею на горячий клей, так я считаю более надежно. Сразу клея много лить не нужно, так как это горячий клей и он быстро высыхает. Поэтому сначала для фиксации мы чуть-чуть добавляем клея, слегка прижимаем нашу тесьму, но не слишком сильно, так как клей может вылезть наружу и вы испортите шар. Зафиксировав тесьму на шаре, мы добавляем клей по чуть-чуть и, прикладывая тесьму к шву, немного ее натягиваем, но не сильно. По завершению проклейки тесьму отрезайте немного внахлёст для более сильной фиксации. Получилось все красиво, аккуратно и шов закрыт. Точно таким же способом закрываем шов на остальных шарах. Швы закрыты, теперь поверх тесьмы нужно проклеить декоративную ленту со стразами. Декоративную ленту со стразами я разрежу вдоль по длине, чтобы она была в ширину 1,5 сантиметра. Декоративную ленту со стразами я тоже проклеиваю горячим клеем, и здесь нужна аккуратность. Сначала клей наношу на одно деление, чтобы зафиксировать ленту на шаре. Затем наношу клей только на 3 деления, так он не успевает высохнуть и хорошо фиксирует ленту на шаре. Для удобства при такой работе очень удобно использовать подставку для шара. И еще один важный момент. Декоративная лента со стразами, она не сплошная, поэтому когда вы прижимаете ее к шару, будьте аккуратны, чтобы клей не вылез наружу. Декоративную ленту со стразами внахлёст отрезать не нужно, так как потом это место закроется бантами и тесьмой. Остальные шары мы обрамляем декоративной лентой таким же способом. На один шар диаметром 8 см потребуется тесьмы шириной 5 мм 28 см, а декоративной ленты со стразами 26 сантиметров. Расход клея на проклейку обрамления небольшой, где-то меньше половины одного стержня. А по вот этому стыку на шаре я ориентируюсь, что это его верх. Все шары задекорированы декоративной лентой со стразами, и теперь можно приступать к созданию бантов. Я буду использовать ленту белого цвета шириной 5 сантиметров. На каждый шар потребуется по 2 отрезка длиной по 20
22 сантиметра. Посмотреть более подробно, как сделать такой красивый и простой бант, можно на моем канале, ссылка вверху. Чтобы бант получился ровным, не забывайте отмечать середину, просто сгибайте отрезок ленты напополам. Заготовки для бантов готовы, между собой я их склеиваю тоже горячим клеем. Но перед тем, как их клеить, я сначала банты расправляю, затем друг другу примеряю и обязательно примеряю к шару, смотрю, как будет смотреться бант на самом шаре. Середину соединения бантов я перекрываю всегда тесьмой. Здесь я буду использовать тесьму шириной 7 мм в золотом цвете. И также буду использовать горячий клей для проклейки. Бант готов, но перед тем, как приклеить его к шару, я сначала примеряю. Обязательно смотрю, чтобы бант находился посередине, напротив шва, который сверху. Вот такие банты получились. Очень легко их делать, и на шаре они смотрятся просто шикарно. Теперь банты можно приклеивать к шарам. Также для проклейки я буду использовать горячий клей. Для крючка я использую металлизированный шнур в различной цветовой гамме, в данном случае золотой. На один шар потребуется отрезок 16 сантиметров. Итак, шары полностью подготовлены для декорирования. И это самый сложный процесс. Потребуется ваша фантазия и многообразие декора. Я еще не решила, как я буду декорировать эти шары. Нужно выбрать из нескольких вариантов. У меня мысли такие: либо цепи со стразами, либо лепнина из пасты Сонет со стразами, либо же просто стразы в цапах. Как видите, выбор большой, и я хочу предложить поучаствовать вам в этом процессе. Сейчас я вам предложу на видео два варианта декора стразами в цапах, а вы в комментариях напишите, какой вам больше понравился, первый или второй. Этот вариант декора будет только для одного шара. Я стараюсь делать каждый шар всегда с разным декором, так как считаю, что изделие ручной работы должно быть с некой индивидуальностью и, если можно так сказать, не штампованным вариантом. На видео я отмечу, где первый и второй вариант, а в комментариях вы уже напишите, какой вам больше понравился. И вариант декора, у которого будет больше голосов, я подготовлю видео с подробным процессом создания такого декора. Также напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть видеообзор, как я использую для декора гибкую лепнину из пасты Сонет. Это будет первый вариант декора с использованием страз в цапах в золотом цвете разного диаметра и формы. Это второй вариант декора, тоже стразы в цапах, в золоте, разной формы и разного диаметра. Буду ждать ваши ответы. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!